Товарищ Пожамчи, Да? как будем организовывать работу? Ну, как сочтете нужным? Я думаю, оценку вы будете производить самостоятельно, Хорошо. но в нашем присутствии. Ну, разумеется. Чье же все это раньше-то было? Буржуев. Кого еще, по-твоему? Взгляните на эти романовские бриллианты, на эти изумруды. Некоторые из них привезены в 17 веке из Индии. А это диадема Юсуповой. Вам она нравится, товарищ Козловская? Вы очень любите камни. Ну как же их не любить? Ведь за каждым камнем история, полная таинственного молчания, скрытого для человеческого понимания. Вы просто поэт. Ну вот этот, например. Он же бесцветен, неинтересен. Жемчуг умирает, когда не чувствует рядом с собой человека. Он относится к тому редкостному типу драгоценных камней, который знает влюбленность. Его еще можно спасти. Посмотрите. Да, вот еще что. Сева, вы Стопанского помните? Из польского генштаба, конечно. Тут одна странная комбинация. Занятно. Он что, сам к нам пришел, Глеб Иванович? Да. Завтра в 11. Да нет, вернее, сегодня в 11. Встретитесь с ним у зоопарка. Угу. Володя Будников посмотрит, один ли он придет. Боки слушает.
Так что же вас привело ко мне? К вам меня ничего не приводило. Я пришел в ЧК. Похвально? Представляться мне надо. Вообще-то мы вас знаем. Вы знаете, я полковник польской разведки. Детали мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Вы думаете, что я стану писать? Станете. И если вы затеяли что-то против нас, вам придется играть. А если вас привело желание сотрудничать с нами, то вы попытаетесь убедить нас в своей искренности, нет? Браво. Имена ваших людей в Париже и Лондоне вам известны? Естественно. Операции? Серьезные операции меня не минуют. Я считаюсь специалистом по совдепии. Когда я могу встретиться с вашим начальством? Дней через 7 годится? Нет, это слишком долго. Закуривайте. Благодарю. Скажите, когда вас обокрали? Браво. Ваша работа. Пан Степанский, это же несерьезно. Неужели друзья в посольстве не могли вам помочь? Заявили бы, что вас обворовала ЧК, на обратную дорогу собрали бы. Браво. А в Варшаве что делать? Разведчик, которого обворовывают, это уже... Но это не мои деньги. Я должен был их передать. Если не отдам эти 10 тысяч долларов, будет суд чести. Тогда у меня один путь в ассенизаторы. Там я ЧК не выгоден. Наши планы истончения своих произведений во имя ничего. Итак, истоки всего из ничего. Наша цель – бесконечность. Бесконечность – ничего. Нет поэтов, кроме ничегоков. Ничего не пишите. Ничего не читайте. Ничего не печатайте. Ничего. Правильно. А кто это там, в углу? Поэты, художники. Трусливо визжат. Работают на Луначарского. Скажите, Миша. Да-да. А кто вон тот? Это Леонид Никандров. И что, тоже бездарь, да? Да как сказать. Повести из древней истории, новеллы. Не борец. Совсем не борец. Бленер, журналист из Франции. У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Кто, по вашему мнению, сейчас в России наиболее талантлив? В литературе я. Это если по правде. Вообще должен сказать. Бунин, Горький, Блок. Бунин в Париже, а меня интересует Россия. Бунин может быть хоть в Африке. Хоть в Африке. Бунин принадлежит России. Кого вы цените из живописцев? Лентулов, Шагал, Кончаловский, Малявин. Всех не перечесть. Талантов у нас много. Вы первый русский, который признает, что в Москве есть таланты. Талантом здесь трудно? А где таланту легко? Собираетесь покинуть Россию? Да, я хлопочу о паспорте. Если вы дадите мне свои рукописи, я готов помочь вам изданием их в Париже. Мы живем словно в темном вертепе.
забываем созвучие слов. В наших душах один только пепел, никому не приснившихся снов. Держи. Скажите, фамилия Бичковский вам ни о чем не говорит? Нет. А Криковицкий? А Леснобродский? Полковник Леснобородский курирует ваше представительство в Варшаве. По моим данным, в Таллине среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку. На какую я не знаю, но факт бесспорен. Могу еще сообщить, что в Москве существует валютное подполье, имеющее громадные запасы бриллиантов, золота. Драгоценности уходят в Париж, Лондон, кажется, через Таллин. Зовут вас как? Там написано Леонид Иванович Никандров. А по профессии кто будете? Писатель. Что же вы, русский писатель, и уезжаете? До свидания. Желаю вам счастливого пути, товарищ Пожамчи, и просьба. Будьте осторожны, не выходите из купе. Ну, разумеется. Все хорошо. До свидания. Понятно. Какая красота. Аккуратность. И не совестно вам, комиссар? Простите, это вы мне? А кому же еще? Сколько же вы миллионов людей обманули? М? Куда ей? Нищей, грязной России, а вы ее в революцию носом. Носом. Да вы не волнуйтесь, может быть, я... Что вы? Что вы? Революционеры. Что вы смеетесь-то? Над собой мне не пришлось вам посмеяться. Напрасно. Изволите гневаться.
Я думаю точно так же, как вы. Что? А вот то самое. Станция Казику. А пить вам не следует, Николай Макарович. У посла товарища Литвинова нюх отменный. И будут вам неприятности в наркомфине. А, вы посольские. Так вы должны были на следующей станции. Решили пораньше? Сколько у вас бриллиантов? Прошу прощения, но вы не предъявили своих мандатов. Влас Игоревич, предъявите ваш мандат. Так. Вы грабители. Странно, почему он не вышел, месье Маршан. Алло. Господи, Виктор Витальевич, неужто это вы? Слава богу, признали. И вы с таким-то богатством, принадлежащим республике рабочих и крестьян, бежать хотели. Ваше превосходительство, я готов отдать половину, если... Да не превосходительство. Я даже и не граф, а просто Воронцов. Без родины и племени. Это очень плохо Воронцову быть на земле без рода и племени. Вы, Николай Макарович, поможете мне вернуться на родину. А для этого надо, чтобы вы доставили эти камешки послу Литвинову в полнейшей сохранности. Я не совсем вас понимаю. Чтобы вы продолжали трудиться в Гохране. Нет, 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 нет. Я не могу туда вернуться. И потом зачем? Зачем? А затем, что когда вы вернетесь домой, вы поможете моим друзьям. А если вы попытаетесь сбежать, то... Это и дураку понятно. Очень хорошо. Встретимся в ресторане «Золотая крона». Я найду вас. Виктор? Леня. За встречу, Леня. Угу. Граненые, как у твоего егеря в Сосновке. У Елизарушки. Любил он меня очень и верен был. Такая верность, Леня, может быть только у русских егерей и жен. Да, когда изменяет, тоже по-русски. До одури безжалостно. В истории с верой виноват только я. Ведь я не о вере. Елизарушка первым твой дом поджег в Сосновке. Я сейчас. Редакция.
Здравствуйте, господин Юрлам. Это Воронцов. Добрый день, граф. Сегодня из Москвы прибыл писатель Никандров. Приходите вечером в Золотую Крону и послушайте о том, что происходит в России. Ну, о том, что происходит в России, мы вообще-то догадываемся. И все же я вас прошу прийти. Ну, ладно. Чем поить будете? Водкой напоим. Жду. Хорошо, приду. Господин Сакс, судите меня 5000 марок. Не могу, друг мой. Никак не могу. Хорошо. Я предлагаю вам обручальное кольцо. Ну, это очень жарко. Сегодня города ювелиры, магазины все закрыты. Что же, я медь на пальце ношу? А почему медь? Просто я не знаю цены. Я не продаю это кольцо, а оставляю в заклад. Ну, разве можно оставлять в заклад любовь? А вот это уж не ваше дело, милейший. Ну, не надо сердитесь. Не надо. Пожалуйста. Прости, я задержался. Там вокруг тебя уже ажиотаж. Репортеры, поэты. Витя, А, ты что, с собой ничего не взял из дома? бриллиантов взял 1100. Что, много пил? Я Лене помогал. Сначала в Деникину, потом в Омск поехал. Все передал адмиралу. Ну, выпьем на дорожку. Да. Ну, за тебя, за твое мужество, за твое сердце. Полно, Леня, полно. За одного битого 2 небитых дают. Ну, пойдем. Мне необходимо видеть господина Маршана. Вы пожамчи? Да. Слушаю вас. Я все передам месье Маршан. Нет, но мне хотелось бы лично. Не беспокойтесь, меня зовут Огюст. У вас есть письмо от Якова Шелехес? Минут. Войдите. Документы вполне надежные. И вот что, Сева. Ничего, кроме проверки данных Стопанского. Я не очень верю, что кто-то из наших дипломатов работает на Антанту. Скорее всего, он имел в виду просто-напросто кого-то из тех, кто служит в здании. Вот запомните лица. Воронцов. Вахт, редактор эсеров. А это полковник Головкин, руководитель их контрразведки. Он тебя обязательно встретит.
Кланяйтесь, Владимир Александрович. Непременно. Оппозиция приветствует разведку. Чай на кухне. Селедочка там же. И не могу не похвастаться. Деревенское масло. Деревенское масло выменял на том орлеанской девственнице. В иллюстрациях Шарантье. Кулачок посчитал их порнографией. Страшно заинтересовался. Слушай, а ты мандат получил? Да. Я получил листик бумаги. Ну, если с печатью и подписью, то это и есть мандат. Да, там кто-то нацарапал, там внизу, в правом углу. Отец дорогой, я тебя очень прошу, когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, не надо, а? Не надо так. Не все обладают чувством юмора. Не забудь лекарства здесь. Ты должен понять, что если тебя там посчитают контрой, то я не успею тебе ничем помочь. Я буду вне Москвы. Я понимаю, в вашем теперешнем положении не до шуток. А у тебя есть какие-нибудь радикальные предложения? Сева, оглянись кругом. Ну, посмотри пристальней. Где та интеллигенция, которая мечтала о революции? Где она? Отринули? Ты сам себя отринул, папа. Вы имели возможность работать вместе с нами, но вы отошли в сторону. И вместо таких, как ты, комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на аресты контрреволюционеров. Откуда в тебе столько холода, Сева? Столько холода. Папа, я никогда не посмел бы спросить тебя, откуда в тебе столько ущемленного честолюбия? А спросил? Спросил. Потому что когда горит дом, нужно тушить пожар, а не дискутировать по поводу того, чем тушить, водой или песком. А мы дрались и тушили. И не погаси мы, Корнилов стал бы диктатором. Тогда бы ты скорбел о судьбе марксизма не в нашей квартире, а на каторге. И меня бы это боль. Что ты, папа? Папа! Чего? Не надо ссориться. Ведь разъезжаемся же. Бог тебе судья. Ты погляди, как пронзителен вечер. Ты протяни мне озябшие руки. Жизнь — это просто разлуки и встречи. А может быть, только разлуки. Тихо и грустно кончается лето. Снова нахмурилось небо рябое. Быть я хочу и с тобою, и где-то.
может быть только с тобой. Это не бриллианты? Нет. Ну, а теперь с икрой. У красных с красненькой плохо. Только надежда. Вы не очень пунктуальны, я вас жду уже полчаса. Прошу меня простить. Рюмку водки, пожалуйста. Нет, вы забываетесь, Лейнус. Господин Никандров покинул самое дорогое, что есть у человека. Это родину. А зачем ее покидать? Не нравится то, что происходит на родине? Боритесь с этим. Бежать всегда легче. Видите ли, для вас Россия понятие абстрактное. А для меня это родина. У меня там остались друзья в Москве. Кого повыселяли, кто ушел от голода, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться со своим народом, который верой творит ужас и хаос. Это угодно истории. Молодое всегда побеждает старое. С вами спорить трудно, потому что вы оперируете высокими понятиями, а мне видна черная, варварская правда. Вот, что далеко ходить. Сейчас я ехал в поезде с комиссаром. Так он мечтает вырваться из России. Наверняка остался здесь, в Таллине. Вот это мне, как казачику, интересно. Господа, я хочу выпить за тех, кто остался там, дома. Фамилию комиссара не помните? Жаль. А то, может быть, сами о нем напишите. Мы неплохо платим за хлесткую информацию. Ведь я еще не научился писать информацию. Тогда честь имею кланяться. Господин Юла, вы про комиссара не пишите. Нет, тогда вообще не о чем писать. Лучше вообще не пишите, чем трогать эту тему. Значит, правда. Есть такой комиссар? Я прошу вас не трогать эту тему. Дайте мне слово. Не знаю, господин Воронцов, не знаю. У нас свобода слова. Ну, как хотите. Хочешь коньяка? Сейчас я налью тебе. Я успокою тебя. Я согрею тебя. Я так люблю тебя.
Милый, родной, любимый. Что нового, Маша? Ничего интересного. Пожалуйста, вспомни, ты ведь знаешь, как это важно для меня. Литвинов был у президента, требовал каких-то акций против белой эмиграции. Будут аресты. Что происходит? Где я? Скажите мне, где я? Объясните мне, что происходит. Если вы не Воронцов, вас немедленно отпустят. Mida kavatsete selle vene kirjanikuga ette võtta? Härra minister, ma kirjutaksin kohe alla tema vabastamiskäsule. Я бы немедленно освободил этого русского писателя. Но тут есть о чем задуматься, господин министр. Esiteks, Во-первых, Jürla tapmine. убит журналист Юрла. Teiseks, ta on Vorantsovi sõber. Во-вторых, он дружен с Воронцовым. Kolmandaks, В-третьих, miks lastis почему ЧК выпустила из Савде Петрушка Воронцова? sõbra? Noh, ja edasi? Ilus kombinatsioon ČK poolt. Удобная комбинация для ЧК. Они внедряют своего человека в сердцевину белого движения. Никандров для этого фигура самая подходящая. Если я получу у него подобного рода признание, тогда можно заявить в Москве протест. Прошу вас садиться, господин Никандров. Принесите нам чаю с лимоном. Будет сделано. Какой чай? Какой чай? Объясните, что происходит. Почему я арестован? Вы подумали, что об этом скажет мировое общественное мнение? А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого? От меня, от меня. Я умею писать, между прочим. Ну что ж, мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на чем вы будете писать? И чем? Ах ты, сволочь розовая! Мало вас в Москве, так вы здесь! Мерзавцы! Скоты! Об арестах в городе вы уже знаете? Она сказала мне об этом сегодня ночью, но я не успел никого предупредить. А о том, что убит, зарезан журналист Юрла, вы это тоже знаете? Мне нужны документы, господин Нольмар. Билет до Москвы и немного денег. Документы. На чье имя? На любое. Это я понимаю. Фотография это чья должна быть? Моя. Вот как.
Как вы думаете, господин Нольмар, если бы большевики потеряли, ну, скажем, миллионов 40, это было бы для них ощутимо? Естественно, но где объявятся эти 40 миллионов, исчезнув у большевиков? Ну, где-нибудь да объявятся. Тогда и документы себе где-нибудь заказывайте. Вы хотите, чтобы часть этих денег перешла в руки Германии? Почему же часть? А я могу быть уверен, что мы получим оружие для борьбы даже в том случае, если большевики будут атаковать Берлин нотами? Вы хотите получить эти деньги незаконно, господин Воронцов? Нет, я не верю, что вы сможете на это пойти. Да. Но Урусов не написал, от чего вам пришлось уйти. За мной начали следить. Понимаю. И где вы встречались с князем? В коридоре Нарбанка. Он там и написал мне эту записочку. Скажите, что вы можете рассказать в полиции о последних годах? Где жили, чем занимались? Жил в Москве, в Сибири. Работал при штабе правителя, в его пресс-центре. С кем вы работали в пресс-центре Колчака? С Николаем Ивановичем Ванюшиным. Угу. А, кстати, как поживает Поплавский? А как может себя чувствовать человек, который сейчас находится в подвале Лубянки? У меня нет связи в ЧК. Идемте отсюда. Это друг Воронцова, монархист. А как граф? Будто бы уехал домой. В гости, к комиссарам. Да-да. Машенька, это очень срочно отправить. «974. Раньше такого не было. Вероятно. Ну, здравствуй. У тебя есть кто-нибудь? Заходи. Где дети? У бабушки в деревне. Дети похожи на меня?
Они очень похожи. Не знаю, как ты стала забывать твое лицо. Ты замужем? Сейчас-то неважно. Говорят, они сошлись. И с кем же ты сошлась? Чаю выпьешь? Дети знают своего нового родителя? Нет, пока нет. Ты с ним счастлива? Кто он? Из товарищей? Я тебя очень любила. Как у тебя с деньгами? Меняла твои бриллианты на хлеб. И кормила товарища. Прощай. Прощай. Может быть, ты голоден? Нет, нет, сыт. Все так. Все так. Вы очень его любите, Мария Николаевна. Люблю. Что вы готовы сделать для его спасения? Все. Все? Все. Тогда ответьте, пожалуйста, каким шифром вы писали сообщение о Воронцове? Зачем вам это нужно? Чем больше я буду знать о том, что делается в вашем посольстве, тем быстрее я смогу предупредить Воронцова об опасности. Я не понимаю. Ну, чего ж тут не понимать, Мария Николаевна. Я, как вы уже, наверное, догадываетесь, являюсь резидентом Германии в Таллине. А Виктор Витальевич один из моих помощников. Вы хотите завербовать меня? Нет, Мария Николаевна. Завербованы вы уже давно Виктором Витальевичем. Об этом есть соответствующие документы у нас в Берлине. Боже мой. Уже раскаиваетесь? Нет. Просто я думаю, какие мы все маленькие. Маленькие. Как жесток этот мир. Да, Мария Николаевна, вы правы, этот мир жесток. Но в этом мире мы были бы беззащитными и маленькими, если у нас не было бы друзей. Судьба Воронцова теперь зависит от нас с вами, от его друзей. Вы что-нибудь знаете о нем? Пока я знаю, что он благополучно перешел границу, а вот кто и как узнал, что он в России? От кого пришло донесение? Я не знаю. Ну, милая, так не годится. Или вы знаете и тем самым спасаете Воронцова, или вы не хотите знать и погубите Виктора. Текст писал кто-то чужой. Такого номера я не помню. Какой номер? 974. Что было в шифровке? Кажется, так. Эсеры сообщили, что Воронцов в России. Эсеры. Кто именно? Я не помню. Надо вспомнить. Ну, право же, я не помню. Чернов.
Нет. Авксентьев? Нет. Головкин? Гольцман? Головкин. Добрый вечер, господин Головкин. Нет ли у вас желания перед сном немного побродить? Ну и прекрасно. Через четверть часа я буду у вас. Может быть, выйдем на чужого в нашем посольстве. Скорее всего, два варианта. Либо агент имеет связь с французским резидентом, либо с немецким. Да, понятно. Ну, а как мы это будем делать? Я сочиню парочку шифровок с дезинформацией. Нечто сногсшибательное. И попрошу в посольстве отнестись к ним халатно. Нет? Можно. А вы все-таки понаблюдайте за Круазье и Нолмером. Ну, с Нолмером легче, потому что против его дома вчера освободилась квартира, мы уже ее сняли. Ну, значит, начнем с Нолмера. Хорошо. А кто вам сказал о человеке, пожелавшем остаться в Таллине? Мой агент был в «Золотой кроне», когда Никандров говорил об этом. Могу я увидеться с этим человеком? Можете. Ее адрес Пиритете, дом 20. Как она узнает меня? Очень просто. Она тоже любит живопись. Издалека? Издалека. Ну как там? Полегчало? Да, в известной мере. Молоко есть? Хлеб есть. Простите, я очень устал. А чего вам уставать, сударь? Вон у вас руки-то. Служивые, холеные, чистые. Вы сейчас не о постели-то думаете, а о бабе. Да небось, не о своей, а чужой. Та, что помоложе. Пошел вон. Не-не, барин. Не-не. Ну, барин, ну что еще? Девчонка нужна? Хорошие есть девочки. В частных домах, чудные комнаты с запорами на всякий случай. Нынче Москва-то бездомных не любит и быстро примечает.
заплатить все равно придется, так или иначе. Сейчас? Можно утром. Когда кончится мое время? У вас что, нет документов? Как тебя зовут? Меня? А вас? Дмитрий Юрьевич. Митя. Маленькое имя Митя. Вы извините, но тех, кто с тобой спит, называть по имени-отчеству неудобно. Бред какой-то. Да вы что, здесь все умалишенные? Все. Все. Я. Вы. Мы. Вы водку принесли? Нет. Без закуски пьете? По-всякому пью. Пейте, Митя. Пейте, пейте. Правда, сивуху нагнали из хлеба. Кто вы? Отчего здесь? Очень интересно. Раздеваться? Не надо. Куда ты? Побудь со мной. Что тебе? Что тебе? Папирос? Я принесу. Лежи. Я надену твои казаки, но мне холодно. Спасибо. Спичку надо? Не нужно, я сам. Положи, он заряжен. Я знаю. Если вы двинетесь, я продырявлю вам лоб. Он у вас красивый. Где камни? Золото. Ну? Ну? Буду стрелять! Будешь выть, добью. Ползи в комнату. Пристрелите. А что мне остается делать? А его? Кто такой?
такой? Не знаю, раньше он банки грабил. Один работал? С братом. Олег божий человек, мухи не обидит. А где брат? В Загорске у Крутого. Вы меня убьете? Пей. Вы меня убьете? Пей, пей. Пей. Вы меня убьете? Пей. Пей. На, допей. Кто из этих людей встречался с Воронцовым? Вот этот. Ну а теперь угощайтесь дарами Таллина. Очень вкусные пирожные. Вот особенно эти с кремом. Просто прелесть. А вот Наполеон сегодня неудачен. Суховат, по-моему. Вам кофе со сливками? Со сливками, Лида? Странно. Не отказывается. А на прощание скажете мне, товарищ, берегите себя? Скажу. А жаль, а то бы вы мне совсем голову вскружили. Все ваши необыкновенно застенчивые люди. Они едят только за компанию. Они добрые, но какие-то стальные. Они совсем не плотские. Они сразу ищут отдушину с фонографом в соседнем номере. Будто я не боюсь этого до смерти. С вами легко. Такое не часто встретишь у наших женщин. Я не совсем ваша. Мой отец был француз, а мать эстонка. Давно вы с нами? 3 года. Ну, спрашивайте, почему? Не терпится? Терпится. Вы лучше расскажите о себе. В тюрьмах сидели, мучили вас. У меня все благополучно. Даже успел при Сорбонне лицей закончить. Молодец. А вот пирожное. Скушайте, пожалуйста. Спасибо. О, у меня есть леденцы. Хотите? Да нет, Леточка, спасибо большое. Да ну вас к черту. Вам ничем не угодишь. Мне пора. Одну минуту.
Доброе утро. Ну, какие сны вам сегодня показывали? С животными. Максим Максимович, перестаньте вы все время улыбаться. Это же примета, в конце концов. Хорошо, не буду. Перепечатайте, пожалуйста, вот это в 3 экземплярах с грифом «Совершенно секретно». Один оставьте в секретариате на видном месте, второй у себя, а третий... Хорошо, я найду, где забыть третий. Маша, срочно, как особо секретную. Хорошо. Наш знакомый идет по городу, Где вы? возле Домской церкви. А он? Пошел вниз, Куда вниз? в сторону гавани. Подождите, я сейчас выезжаю. Наш Карл куда-то поехал. Очень торопился. Да, бедняга Карл. Ну, хорошо, я попытаюсь ему помочь. А мне что делать? Побудь дома, может быть, кто-нибудь посетит нашего Карла. Максим Максимович, добрый день. Я торговый атташе Германии. Моя фамилия Нолмар. Не согласитесь ли вы немного побеседовать со мною? К сожалению, я сейчас занят, господин Нолмар. Ваш отказ только усложнит вашу жизнь на сегодня и, возможно, на ближайшее обозримое будущее. Поехали. Я довел ее до русского посольства. Так. И какие приметы? В общем-то, ничего приметного. Такая полная. Коричневая шляпа. Губы такие обыкновенные. А сумка тоже была коричневая. Ну, хоть из чего сделана сумка, ты помнишь? Сумка сделана из этого, ну, как его, в Африке живет. Крокодил. Точно. Бензина жрет много? Что? Я говорю, бензина жрет много. Большие машины прожорливы. А руль устойчив, нет? Что вы делаете? Алло. Можно Романа? А его сейчас нет. Что передать? Только что вернулся Карл. С ним тетя Роза. Она себя очень плохо чувствует. Выпить не желаете? Ох, желать-то желаю, но боюсь. А что, язва? Нет, отменно здоров. Боюсь, споите. Знаю я вас, дипломатов. Я даже не знаю, с какого бока к вам подступиться. Но это, видимо, неплохо. Для меня плохо. Вы из Москвы? Да. Да вы смелее. Ну, выйдет так выйдет. Вы говорили, что письмишко вам Урусов написал в коридоре?
Именно так. Но экспертиза показала, что письмо написано на столе, покрытом зеленым сукном. Ну и что? Ничего. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Писать можно и в коридоре, на бумаге, которая перед этим лежала на зеленом сукне. Что еще? Вам не безинтересно беседовать со мной? Почему поручение вы ведете эту беседу? Это моя собственная инициатива. Вам известно, что Русова очень тщательно опекает ЧК. Но если я ушел с помощью ЧК... Извините, я вас оставлю. На минуту. Если вы сюда пришли с помощью ЧК и не искали встречи со мной, то ЧК, видимо, будут шокировать эти фотографии. А скорее наоборот. Они бы их очень заинтересовали. Это если вы их вербованный агент. А если вы из кадров ЧК? Черт его знает, тут мне судить трудно. Мне тоже. Хотя кое-что предположить я могу. Ну, это ваше право. Увы, мое время истекло. Мое тоже. Поэтому я предлагаю, вы берете перо и пишете обязательства. Форму я продиктую. И? Потом вы рассказываете о ваших явках, задачах, средствах. А за сим мы расстаемся. Занятно было с вами познакомиться, господин Нолмар. Оружие не ношу. Полицию, пожалуйста. А вот протест заявляю. Говорит германский торговый атташе Нолмар. Я задержал человека, пытавшегося ограбить меня. Я обезоружил его и требую его ареста. Да, я вас жду. Паспорт верните. Нет. У вас не было паспорта. А портмоне, вот оно, пожалуйста. Thank you.